Хаби Алонсо подготовился к уходу в Реал. Саудовские клубы выходят на охоту. Будущее Гризманна. Тренер Наполи. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Лидер атакующей линии мадридского Атлетико Антуан Гризманн высказался касательно возможного продления контракта с испанским топ-клубом. Симеоне продлил недавно контракт. Это самый подходящий наставник для нашей команды. В клубе все знают об этом. Теперь пришла моя очередь подписать новое соглашение. Передает слова французского нападающего АС. Капитан Челси Рис Джеймс остается полностью предан лондонскому клубу на фоне интереса со стороны таких грандов как Реал и Манчестер Сити. Как сообщает 90 Min, 23-летний защитник не планирует переходить ни в один из этих клубов. Действующий контракт Джеймса с Челси рассчитан до середины 2028 года. Летом защитник был назначен капитаном лондонской команды, что наверняка его серьезно воодушевило. Всего за первую команду Челси Рис провел 153 матча, в которых записал на свой счет 11 голов и 21 результативный пас на партнера. По данным Sunday Mirror, полузащитник дортмундской Боруссии Юлиан Брандт является трансферной целью как Арсенала, так и Ньюкасла. Издание утверждает, что летний переход более вероятен, чем январский. Канониры и Сороки заинтересованы в 27-летнем игроке, поскольку сам игрок думает о переходе в АПЛ. Сейчас Брандт проводит свой 5-й сезон в Дортмунде, после того как был куплен у ливеркузенского Байера за 22 миллиона фунтов в 2019 году. Его контракт действует до лета 2026. Тиаго Силва все еще может заключить новый контракт с Челси, что позволит ему выступать в АПЛ на своем 5-м десятке лет. В свои 39 Силва остается ключевым игроком Челси, сыграв каждую минуту за синих в этом сезоне. Действующий контракт игрока истекает в конце этого сезона, и ранее ожидалось, что следующим летом бразильский ветеран вернется на родину для завершения своей карьеры. Недавно в прессе появились слухи, что Силва может вернуться в Флуминенсе уже в январе. Однако Daily Mirror утверждает, что Тиаго не только останется в Челси на этот сезон, но и открыт к продлению своего контракта на следующий. Дело в том, что семья Силвы счастлива в Лондоне, а старший из двух сыновей Тиаго, 15-летний Исаго, занимается в академии Челси и имеет юниорский контракт до лета 2025 года. Соглашение Хаби Алонсо с Байером предусматривает отступные для Реала. Как передает Spox, в договоре указана сумма от 15 до 18 миллионов евро именно для мадридского клуба. Утверждается, что испанский специалист не стал бы продлевать контракт с ливеркузенцами до 2026 года, если бы руководство не согласилось на включение такого пункта. Ранее сообщалось, что Алонсо основной кандидат на пост главного тренера Реала на случай ухода Анчелотти. Эрлинг Холланд не забивал лишь 2 из 21 команды АПЛ, против которых играл. В матче с Челси Холланд отметился дублем. Лондонцы стали 19-й командой АПЛ, в ворота которой забивал нападающий. Из 21 клуба, против которых Холланд играл в АПЛ, он не забивал лишь Ливерпулю и Брентфорду. Клубы из Саудовской Аравии нацелились на вингера Манчестер Юнайтед Джейдена Санчо и бразильского нападающего Тоттенхэма Ришарлисона, сообщает The Telegraph. По информации источника, Санчо и Ришарлисон станут главными целями для саудовских клубов в январское трансферное окно, так как звездные нападающие Мухаммед Салах и Сон Хэн Мин будут недоступны для покупки зимой. Санчо выступает за МЮ с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026. В текущем сезоне англичанин сыграл всего 76 минут.
трижды выходя на замену. 26-летний Ришарлисон в текущем сезоне принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Действующий контракт бразильца с английским клубом рассчитан до лета 2027 года. Манчестер Юнайтед отказывается обсуждать назначение нового тренера. Боссы МЮ отказываются встречаться с агентами, если считают, что те пытаются предложить своих клиентов как кандидатов на замену Эрику Тен Хагу. Голландский специалист сохраняет доверие руководителей клуба, несмотря на 9 поражений в 18 матчах сезона, сообщает ESPN. Клуб разочарован попытками агентов подтолкнуть тренеров к выдвижению на пост, который в данный момент занят. Боссы Юнайтед считают, что в течение недели команда показала признаки прогресса. В то же время ожидается, что приход Джима Рэдклиффа внесет неопределенность на всех уровнях организации. Известно, что Рэдклифф и спортивный директор Дэйв Брейлсфорд негативно относятся к подбору игроков Юнайтед в последнее десятилетие и стремятся принять меры по улучшению работы клуба на трансферном рынке. При этом они были впечатлены работой, проделанной Тен Хагом во главе МЮ, хотя спад в текущем сезоне считается тревожным. Президент Наполи пообщался с 2 кандидатами на пост главного тренера. Как сообщает журналист Альфредо Педула, Аурелио де Лаурентис предпринял последнюю попытку убедить Антонио Конте возглавить команду. Ранее экс-тренер Интера и Ювентуса отмечал, что не хочет приходить в клубы посреди сезона. Основным вариантом остается Игор Тудор, летом покинувший Марсель. С ним глава Наполи провел встречу в офисе своей медиакомпании в Риме. Сообщалось, что Руди Гарсия, тренирующий Наполи, с лета фактически уволен. Виктор Осимхен рассказал о попытках саудовского клуба подписать его летом. То, о чем писали, действительно было. Я вел переговоры. В августе была важная неделя. Я должен был принять важное решение. Я отдал его в руки Бога. Чем больше я отказывался, тем больше денег мне предлагали. Видеть такое было поразительно. Я поговорил с их руководителями, потом обсудил все с нынешним клубом, мы посмотрели, что можно сделать, и приняли совместное решение. Я ответил: мне нравятся эти люди, я хочу остаться, не думаю, что хочу уехать сейчас. Мы играем в футбол не только ради денег, но и ради чего-то большего, сказал форвард Наполи.